Большое спасибо донатерам, которые поддерживают мой канал. Аниме начинается в академии, где девушка Рэй встречается со своими друзьями, которые хватаются за мечи. Тем временем в академию заходит мальчик, счастливый, что наконец-то может спокойно учиться. Рэй стоит посередине и представляется, и к ней присоединяется ее подруга Мэри, которая ее ждала. Рэй объясняет всем, что она собрала их в рамках 5 верховных мечей, чтобы обсудить нового парня Номуру, которого перевели за то, что он устроил бунт в своей старой школе, где 40 учеников пострадали. Омари прерывает ее, и Рэй пугает ее, рассказывая, что парня зовут Номура. В другом месте Номура встречает Масукадеру, парня, который одевается как девушка. Он говорит, что все парни так делают в академии, чтобы избежать неприятностей. Номура озадачен, но настаивает, что не будет этого делать, хотя Масукадера советует ему не вызывать никаких проблем. Девочки спрашивают Рукеру, почему она здесь. Она говорит, что ей интересен Номура, и она уже сражалась с ним. Рэй говорит ей, что ей больше не придется сражаться с ним, поскольку он в ее классе, и она его исправит. Рукеру уходит, предупреждая Рэй о духовной пуле Номуры. Позже Рэй собирает группу девушек, чтобы противостоять Номуре, который входит в комнату. Рэй прижимает его к себе с остальными. Она говорит, что исправит его поведение. Одна девушка объясняет, что в академии началось совместное обучение, и парни начали их беспокоить, поэтому они сформировали группу, разрешив им носить мечи. Они также принимают на исправление непослушных парней из других школ. Номура понимает ситуацию, и Масукадера наблюдает и объясняет, почему они одеваются как девочки. Рэй предлагает Номуре два варианта: одеться как девушка или покинуть академию. Он отказывается уходить, настаивая на том, чтобы жить свободно, будучи парнем. Затем он быстро движется, заглядывая девушке под юбку, и убегает через окно, и объявляет, что ее нижнее белье фиолетовое. Рэй преследует его, говоря, что парням нужно разрешение 5 высших мечей, чтобы покинуть академию. Она пытается ударить его своим мечом, но он уклоняется. Впечатленная его ловкостью, Рэй готовит более сильную атаку. Номура уклоняется от ее ударов, пока Омари наблюдает. Рэй продолжает использовать разные техники, разрезая рубашку Номуры. Он пытается сбить ее с ног, но она принимает стойку журавля. Она нападает на него своим мечом, порезав ему щеку. Номура надевает специальные перчатки против меча. Остальные девушки волнуются, поскольку вот-вот прозвенит школьный звонок, надеясь, что Рэй победит, чтобы избежать насмешек со стороны Рукеру. Номура спотыкается и падает на дерево. Рэй несколько раз избивает его, пока он не касается ее, концентрируя в воздухе своего тела, и сбивает ее с ног, выигрывая бой. Он говорит ей, что его техника духовная пуля. Появляется Ноно и бьет Номуру по голове, заставляя его поцеловать Рэй. Рэй встает, клянясь кастрировать его. Позже Ноно купается, когда Мэри, еще один верховный меч, говорит ей не беспокоиться о Рэй, поскольку она отомстит. Появляется еще одна ученица Чоука и утверждает, что справится с этим. Мэри раздевается и велит ей перестать разговаривать и принять ванну. Той ночью Масукадера удивлен, что Номура только повредил ногу в бою. Номура говорит, что какое-то время он не сможет пользоваться ногами, но будет сражаться с девушками, тренируя руки. Он спрашивает, как получить разрешение покинуть академию, и Масукадера объясняет, что ему нужно поговорить с Рин и получить печать 5 высших мечей. Номура просит у Масукадеры коробку с выпечкой. На следующий день Номура приносит в класс выпечку, чтобы помириться с девочками, но они подозревают ловушку. Он спрашивает Рэй о ее нижнем белье. Уи сообщает ему, что Рэй больна и ее нижнее белье белое. Номура спрашивает об общежитиях для девочек, которые находятся к западу от академии. Рэй вспоминает прогулку со своей сестрой Маски и просыпается от простуды и злится на Номуру. Но также понимает, что это был ее первый поцелуй. Она надевает маску и берет меч, услышав приближение Номуры. Он прибывает с выпечкой, сказав, что в маске она выглядит мило. Рэй признает, что ей слишком стыдно снять ее. Номура просит разрешения покинуть академию. Рэй дает его вместе с печатью своего меча. Он просит поблагодарить ее поцелуем, от чего она теряет сознание. Но он входит и преследует его. Чоука видит это и останавливает его, представившись лидером младшей 5 мечей. Приходит Ноно, утверждая, что она лидер, и клянется победить Номуру. Они нападают на него вместе, и Ноно бьет его, и он понимает, что ее стиль похож на стиль Рэй. Чоука объясняет, что они исправят его вместе, отмечая, что только Рукеру победила 2 человек одновременно. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Номура удивлен, что Рукеру сильнее 5 высших мечей. Чоука рассказывает, что Рукеру бунтарь на протяжении всей жизни и студент по обмену. Девочки окружают Номуру. Он останавливает Ноно и заставляет Чоуку случайно поймать ее кнутом. Он использует свою технику, чтобы врозить Ноно в Чоуку.
Позже Рин дает Номуре разрешение на выход из Академии. Мэри злится на Номуру за прикосновение к Чоуке и клянется отомстить. На следующий день Рин говорит Номуре, что будет присматривать за ним. Чоука сообщает Мэри о ее ссоре с Номурой. Рэй уверяет Нона, что Номура никого не тронет под ее присмотром. Тем временем Мэри объявляет Номуру своей добычей. Масукадера говорит Номуре, что Мэри преследует его за унижение Чоуки. Он объясняет, что Мэри и Рин сражались с Рукеру, единственной, кто победила их. Номура вспоминает, как дрался с кем-то вроде Рукеру. На следующее утро Рэй будет Номуру для присмотра. Она проверяет его сумку на наличие опасных предметов. Появляются Мэри и Чоука, где Мэри обвиняет Номуру в жестоком обращении с Чоукой. Рэй просит Номуру уйти, чтобы она могла поговорить с Мэри наедине. Рэй противостоит Мэри, пока Чоука преследует Номуру. Она пытается его отхлестать, но он обезоруживает ее, заставляя потерять сознание из-за отсутствия у него штанов. С другой стороны, Рин проигрывает битву Мэри, которая затем отправляется на битву с Номурой. Тем временем Номура видит Рукеру и вспоминает парня по имени Амо, который похож на нее. Он спрашивает, дрались ли они друг с другом, но Рукеру отрицает это и говорит ему держаться подальше. Однако Номура бросается на нее, но Мэри прерывает его, говоря, чтобы он надел штаны. В результате Номура теряет Рукеру из виду, а Мэри заботится о Чоуке. Позже Рукеру признается, что в старой школе она притворялась тем парнем Амо и пыталась заставить Номуру сражаться за нее. Однако он отказался и попытался дать ей отпор. И так она напала на него руками, которые острые как лезвие, и ранила его. Заканчивая воспоминания, мы видим, как Мэри сражается с Номурой, и ей удается немного порезать его благодаря своему западному стилю движения. Тем не менее, он пытается уклоняться от ее атак, но Мэри получает преимущество и продолжает причинять ему боль, быстро вращая меч. Тем временем Рин находит Чоуку и спрашивает, где Номура и Мэри. Номура бросается на Мэри, но она движется и наносит ему удар своим мечом, но он смеется и показывает, что она на самом деле ударила его журнал манги. Затем Номура хватает ее и бьет по голове. Позже он использует свою технику и бросает ее на землю. Следовательно, она просит его убить ее, предпочитая это признанию своего поражения. Однако Номура говорит ей, что не будет этого делать. Мэри просит его прикоснуться к ее груди, но Номура снова отказывается и просит ее печать, чтобы получить разрешение покинуть Академию. После этого Мэри кладет печать между грудью, чтобы он взял ее, но Номура заявляет, что не будет этого делать. Позже приходит Рэй и злится на него. Затем Мэри защищает его и дает ему свою печать, заявляя, что отныне она также будет присматривать за ним вместе с Рэй. Позже Рэй и Мэри присматривают за Номурой, пока он обедает. Тем временем Вамари возвращается в Академию, утверждая, что прекрасно провела каникулы на Гавайях. Она также понимает, что Мэри и Рэй пытаются исправить Номуру. Позже Вамари встречается с Сатори, которая является частью Пяти Мечей, и заявляет, что Рэй и Мэри нужно исправить за то, что они дружат с Номурой, на что Сатори соглашается. На уроке физкультуры Номура находит Масукадеру избитым и привязанным к столбу. После этого он пытается ему помочь, но Рин и Мэри останавливают его, говоря, что у них плохое предчувствие. Тут же появляется Вамари и приглашает Номуру принять участие в ее фестивале смерти, который она использует для исправления непокорных студентов. Она говорит ему, что если он это сделает, она поставит ему свою печать. Однако девушки против, и Вамари признается, что решение принял Совет Пяти Мечей. Затем позади них появляются трое студентов и заявляют, что они будут его противниками в фестивальных играх. После этого Вамари ругает Рин и Мэри за такое доброе отношение к Номуре. Позже она создает кольцо для первой игры. Затем Рин говорит Номуре сосредоточиться, поскольку игры Вамари непросты. Она также рассказывает ему, что давным-давно Вамари исправила парня, положив ему на спину факел и полив бензином. С учетом сказанного, Вамари дает им кусок ткани, чтобы они могли использовать его как борцы сумо. Однако Чоука и Нона прибывают и нападают на слуг Вамари, чтобы остановить фестиваль. Но две девушки их избивают, поэтому Рин и Мэри вмешиваются и заявляют, что ничего не могут сделать, поскольку это решение совета. После этого Номура появляется в своей набедренной повязке сумо, поэтому Рин просит помочь надеть ее. Поэтому он помогает ей, в то время как она чувствует себя неловко. Затем Номура делает то же самое с Мэри, но позже она жалуется, заявляя, что с Рин ему потребовалось больше времени, чем с ней. Позже киногруппа записывает фестиваль и транслирует его на всех экранах Академии. В результате Номура выходит на ринг и бросает вызов одной из девушек Вамари, однако одна из них по имени Тока сообщает ему, что его противник уже на ринге.
Затем Номура понимает, что медведь в омаре будет сражаться с ним. Тем не менее, Рин и Мэри злятся, заявляя, что это нечестный бой, но Вамари объясняет, что если они победят ее медведя, они заработают 3 очка. Итак, Номура соглашается. Затем Вамари бросает бутылку на землю, чтобы начать бой. После этого Номура бросается на медведя и использует свою технику, однако медведь сопротивляется и пытается напасть на него. Затем он уклоняется и повторяет удар левой рукой, что удивляет Рин. Но медведь продолжает нападать на него, поэтому Номура подходит к нему сзади и поднимает, заявив, что с детства он боролся с самыми большими, чтобы набраться силы в ногах. Затем он пытается вытащить его с ринга, говоря Вамари, что он ненавидит ее за то, что она обидела Масукадеру и унизила девочек. В этот момент Номура останавливается и отходит от медведя, в результате чего он оказывается обнаженным. В результате Номура выигрывает бой и возвращается с девушками, в то время как Вамари теряет сознание, а затем приказывает своим слугам активировать тревогу. С другой стороны, Номура наблюдает за Масукадерой, который все еще связан. Позже Вамари объявляет, что фестиваль окончен, но говорит Номуре, что если он хочет ее печать, ему придется встретиться с ее слугами, чтобы добраться до нее. Однако Рин и Мэри говорят ему, что в этом нет необходимости, на что он объясняет, что это единственный способ спасти Масукадеру. После этого оба решают сопровождать его и входят в гардеробную для переодевания. Затем без предупреждения входит Номура, что их раздражает, и они начинают бросать в него вещи. Позже Чоко и Нона подходят к нему и просят об одолжении. Позже эти двое входят в академию, где начинают сражаться против слуг Вамари, в то время как Номура рассказывает Рин и Мэри, что происходит. Затем они расстраиваются, узнав, что их друзья за них борются. Однако Номура объясняет, что это всего лишь отвлечение, чтобы они могли добраться до Вамари. В этот момент Сатори появляется и приближается к ним, говоря, что Вамари вышла из-под контроля, и именно поэтому она поможет им добраться до нее, поскольку совет разрешил только фестиваль. С другой стороны, Вамари понимает, что какие-то девушки в масках спасают Масукадеру. Затем Номура приходит с девочками, чтобы противостоять ей, поэтому Вамари вызывает своего медведя, чтобы тот сразился за нее. После этого Мэри понимает, что Тока и ее товарищи приближаются к ним, поэтому решает встретиться с ними лицом к лицу. Позже Номура бросается на медведя, но тот бьет его. Продолжая бой, Рин решает атаковать Вамари, но та уклоняется от ее атак и ранит ее плечо мечом. Увидев это, Рин понимает, что движение Вамари впечатляющее, однако, как ее друзья, она продолжает атаковать Вамари, которая уклоняется от ее ударов и причиняет ей еще больше вреда. Потом она пытается порезать ногу, но Рэй принимает позу журавля и пинает ее, заявляя, что у нее тоже потрясающие техники. С другой стороны, Мэри побеждает Танукихару и прижимает ее к стене. Тем временем Номура поражает медведя своей волшебной пулей, однако его загоняют в угол. С другой стороны, Мэри отвлекается и в конечном итоге на нее нападает Саруватари, которая бросает в нее металлические предметы. Видя такую ситуацию, Вамари пытается отвлечь Рин, поэтому она начинает сомневаться, но Номура успокаивает ее и благодарит за поддержку. В результате Мэри бросается на девочек и побеждает их. Также Номуре удается ударить медведя и добить его. Наконец Рин берет свой меч и атакует Вамари, которая пытается сделать то же самое, но отступает, когда видит, что Рин не останавливается. В результате она проигрывает. Затем прибывают Чоука и Нона, которые рады видеть, что Рин победила Вамари. Затем Номура просит помочь одеть Вамари в борца сумо за поражение, на что они злятся на него и начинают его преследовать. На следующий день Рин проверяет свою новую маску, но вспоминает, что для Номуры она выглядит мило без нее, поэтому она решает продолжать использовать оставшуюся часть, на что Нона говорит ей, что она выглядит очень хорошо. С другой стороны, Мэри надушивается перед походом в академию и спрашивает Чоку, как она выглядит. Она хвалит ее и говорит, что она самая красивая. Позже обе завидуют, когда видят, что другие девушки приветствуют Номуру, как если бы он был героем, сразившимся с медведем. Затем в классе Номура начинает зевать. Рин пинает его, говоря, чтобы он уделял внимание уроку. Затем Мэри отстраняет девочек, которые начинают смотреть на Номуру. Однако после занятий все девчонки начинают следить за ним издалека, что раздражает Рин и Мэри, которые решают сопровождать Номуру на обед. При этом Номура сообщает им, что обед — это его единственный момент свободы, на что они говорят, что если бы их не было с ним, другие девушки набросились бы на него. После этого оба прощаются и напоминают ему, что придут на следующий день. После этого Вамари выходит из своего укрытия и признается, что, наблюдая за Номурой, она поняла, что он не преступник, как она думала. Позже Рин и Мэри разговаривают, думая о том, что они сделают с Номурой, поскольку они утверждают, что им нужно исправить его, прежде чем ситуация ухудшится. С другой стороны, Номура садится ужинать с Масукадерой, а кто-то наблюдает за ним. Позже той же ночью оба ложатся спать, но тут кто-то входит в комнату.
На следующий день Номура ждет Рин и Мэри, готовых пойти на урок. Затем он подходит к Рин и упоминает, что у нее очень красивая форма. Кроме того, он чувствует Мэри и рассказывает ей, что ее вчерашние духи пахли лучше, от чего обе краснеют. Впоследствии Рэй осматривает его и находит в одном из карманов фотографию, на которой Сатори предстает перед ним в кровати. Поэтому Мэри злится, однако Номура утверждает, что ничего об этом не помнит. Следовательно, он убегает от девушек, пока не натыкается на медведя и Вамари, которые его прячут, чтобы девчонки его не нашли. Затем Номура объясняет Вамари, что происходит, и она говорит ему, что Сатори пытается разрушить его отношения с Рин и Мэри. Номура понимает, что чего-то нет на фотографии, поэтому он планирует войти в общежитие девочек в поисках улик. Однако Вамари предупреждает его, что из-за него общежитие для девочек теперь более защищено, чем раньше. Позже Рин и Мэри наказывают Номуру в комнате пыток за попытку проникнуть в общежитие для девочек, поскольку он не отвечает на их вопросы и не оставляет его в темнице. Вамари тогда приходит, чтобы помочь ему. Мы возвращаемся к тому моменту, когда Номура говорит ей, чтобы девочки поймали ее, чтобы он мог войти в общежитие, и Вамари соглашается помочь, говоря, что Сатори не должна себя так вести. Вернувшись в настоящее, Вамари и ее медведь сопровождает Номуру в комнату Сатори. Они ищут, но ничего не находят. Вамари предполагает, что один из ее слуг в масках мог что-то знать. Выходя из комнаты, они идут в ванную. Там Номура запускает ловушку и уклоняется от стрел. Затем подходят какие-то девушки, и медведь прячет его к стене. Номура паникует, из-за чего медведь падает, а Вамари прячет его, приставив то самое место к лицу. В ванной Вамари проверяет нижнее белье Сатори, но ничего не находит. Она понимает, что ее меч пропал. Одна из девушек в масках нападает, бросая дротик в Номуру, но Вамари защищает ее и готовится к бою. Внезапно появляется обнаженная Сатори. Сатори сообщает Номуре, что Масукадера помог ей войти в его комнату. Она говорит, что разделась и накачала его снотворным. Она показывает ему, что данные фотографии у нее на шее. Тем временем Мэри жалуется Чоуке на Номуру и называя его идиотом. Однако она помнит, что он никогда не трогал и не оскорблял ее. Рин также жалуется на Номуру и спрашивает Нона, что она о нем думает. Нона отвечает, что с тех пор, как он ее поцеловал, она думает, что он ужасен, из-за чего Рэй краснеет и решает пойти спать. Вернувшись к Сатори, Вамари приказывает Номуре сразиться с ней. Сатори приглашает его в ванную, чтобы подраться там, и он просит ее одеться, но она отказывается, говоря, что это часть ее стратегии. Вамари сражается с девушкой в маске, понимая, что препарат от дротика действует на нее. Сатори быстро нападает на Номуру и выбрасывает его в окно. Она пытается разрезать его своим мечом, но он уклоняется. Она меняет тактику, пытаясь порезать ему ногу, но он поднимает ее, понимая, что у него проблемы, поскольку Сатори использует различные техники. Вамари сражается с девушкой в маске, которая попадает ей в руку из дротика. Сатори ранит Номуру, говоря ему, что он не может предсказать ее действия. Она предлагает ему сыграть в игру с цепочками слов, основанную на различных атаках. Вамари понимает, что пистолет тоже отравлен, поэтому она режет себе руку, чтобы выпустить яд, и нападает на девушку в маске. Сатори продолжает безжалостно атаковать, а Номура может только уклоняться. Тем временем Вамари роняет меч, пытаясь ударить девушку в маске. Номура отвлекает Сатори, раздеваясь. Сатори сосредотачивается на одном его органе. Номура пользуется преимуществом и крадет ее меч, и Вамари бросает девушку в маске на землю и избивает, снимая маску. Сатори хватает данные фотографии и говорит Номуре бросить их в воду, но он дает ей пощечину, отправляя ее и данные в бассейн. Она спрашивает, почему он так зол. Он отвечает, что это потому, что она заставила плакать Рэй, которая посчитала, что Сатори переспала с ним. На следующий день Номура просыпается в лазарете вместе с Сатори, которая рада его видеть. И Вамари, спящий на другой кровати. Ему интересно, как он туда попал, и мы видим воспоминания о том, как он предложил помочь Сатори выйти из бассейна, и толкнула его в бассейн, чтобы спрятать. Тока и ее товарищи находят Вамари на земле, поэтому они осматривают ее и пытаются снять маску другой девушки. Однако она останавливает их, и Тока нокаутирует ее. Инаба прибывает с ее подчиненными и просит ее проверить Вамари, которая была отравлена. Инаба велит им отвезти ее в лазарет, пока она разбирается с другими в бассейне. В ванной Сатори отрицает присутствие Номуры, но Инаба говорит, что знает, что он здесь, но ей все равно, и она хочет поговорить с Номурой попозже. Номура выходит из бассейна, но Сатори говорит, что он не сможет сражаться с Инабой в его состоянии, и затем он падает. Сатори понимает, что он на пределе своих возможностей, ослабленный пытками Рин и Мэри. Рин просыпается, думая о Номуре, и идет поговорить с ним. По пути она встречает Мэри, которая тоже хочет пойти в карцер, чтобы поговорить с Номурой.
Они меняют направление и идут в столовую, чтобы не быть замеченным. Там они пьют чай, пока к ним не присоединяются Чоука и Нона. Рэй и Мэри надеются, что одна из них уйдет, и они смогут отправиться в карцер, но ни одна не сдается. Чоука и Нона пытаются отвезти их в общежитие, пока не приходит Сатори и сообщает им, что Номура находится в лазарете, и что он напал на нее в ванной, рассердив их. Возвращаясь в настоящее, Сатори заканчивает, говоря Номуре, что ей пришлось сразиться с Вамари. Он вспоминает, что ему нужно поговорить с Инабой. Тем временем Инаба лежит в постели, дожидавшись Номуру. Номура одевается, и Сатори признается, что рассказал Рин и Мэри, что он делал в ванной. Рин прибывает и подходит к Номуре, который напуган, и просит ее остановиться. Она наклоняется перед ними и извиняется, говоря, что Сатори рассказал ей правду о фотографии. Она поднимает глаза и видит кое-что у Номуры, когда он от страха не смог удержать штаны. Они садятся, и Рин говорит, что он может делать с ней все, что хочет, поскольку она заслуживает наказания. Номура просит ее закрыть глаза и поднять голову, думая, что он ее поцелует. Но он снимает с нее маску и спрашивает, почему она ее носит. Рин объясняет, что ее мама всегда говорила, что она некрасивая из-за ее отца, который бросил их, когда она была ребенком. Ее мама заставила ее носить маску, поэтому она продолжила это в академии. Она признается Номуре, что когда он сказал, что она выглядит красиво без нее, она впервые почувствовала, что может жить без маски. Услышав это, Номура возвращает маску, говоря, что это ее выбор, носить ее или нет. Она просит его сохранить ее тайну. Тем временем Вамари воздерживается от того, чтобы пойти в туалет, чтобы не мешать им. Номура рассказывает Рин о шрамах на спине, говоря, что он всю жизнь был сиротой и не мог даже вспомнить имена своих родителей. Его воспитал дедушка, одержимый мечами, и заставлял его тренироваться, несмотря на то, что его тело было не готово, оскорбляя его. Рин благодарит его за доверие, а Вамари решает сходить в туалет в ведро. Внезапно приходит Мэри и извиняется перед Номурой и раздевается, но он сразу же прощает ее и просит одеться. Позже Номура возвращается в свою комнату и встречает Масакадеру, которому стыдно, что он обманул его. Номура говорит, что вероятно он сделал это, чтобы защитить общежитие парней, поэтому до сих пор считает его другом. Тем временем девочки возвращаются к своей нормальной жизни, а Рин постоянно думает о Номуре. Через несколько дней Номуре снится Рукеру, которая чуть не убила его в старой школе. Тем временем прислуга обнаруживает, что Рукеру исчезла из ее комнаты. Два парня принимают душ, как вдруг в окне появляется монстр с женской головой. Они просят Номуру о помощи, но он отказывается и пытается заснуть. Но приходит Рин, чтобы найти его, поэтому он встает. Масакадера дает ему разрешение, и парни понимают, что ему нужен еще один штамп. Масакадера говорит, что он его не получит, так как ему придется победить Инабу. Тем временем Инаба сообщает директору школы, что Рукеру пропала из ее общежития. В результате директор объявляет, что занятия на этот день будут приостановлены. Тем временем Сатори идет на крышу, чтобы посмотреть фотографию с Номурой. Вернувшись с ним, Рин сообщает ему, что из общежития девочек пропало несколько вещей, в том числе плюшевый мишка Вамари. Несмотря на обыск, в комнатах девушки не могут его найти. Вамари говорит, что им нужно найти дома раньше, чем это сделает Сатори, опасаясь, что она может подумать, что дома это плюшевая игрушка, и забрать его. Мэри встречает Номуру и Рин и просит их помочь найти парик Чоуки, без которого она не выходит из своей комнаты. Они соглашаются помочь в поисках. Тем временем Нона спрашивает Инабу, знает ли она что-нибудь, но она говорит, что нет. Позже Мэри подслушивает, как Вамари разговаривает со своими друзьями и ошибочно думает, что они тоже ищут парик Чоуки. Однако Вамари приближается к ним, и Номура объясняет, что они ищут разные вещи. Они начинают спорить о том, что искать в первую очередь. Затем Номура вспоминает монстра, которого видели парни, и идет в ванную. Там он находит в душе двух парней, которые начинают бросать в него вещи, но ему удается поймать дома, который носит парик Чоуки. Вернувшись к девочкам, Чоука выходит из своей комнаты, чтобы надеть парик, но обнаруживает, что он поврежден. Затем Рин напоминает им, что им нужно поспешить на занятие, но Мэри сообщает ей, что занятия приостановлены из-за исчезновения Рукеру. Вамари рада возвращению дома. Тем временем Сатори дает пощечину Мигори, которая наконец появляется без маски. Внезапно появляется Рукеру и берет фотографию Сатори, разрывая ее на куски. Вамари понимает, что Рукеру собирается сразиться с Сатори, поэтому едет на медведя, чтобы вмешаться. Сатори спрашивает Рукеру, может ли она уйти, и Рукеру отходит в сторону. Подходя к двери, Сатори берет свой меч, чтобы атаковать Рукеру, но она быстрее и пронзает ее рукой. Она готовится убить Сатори, но Мигори стреляет дротиком в нее. Сатори пытается нанести ей удар мечом, но Рукеру уклоняется и ранит Мигори.
Рукеру поднимает руку, чтобы прикончить Сатори, но Мигори вмешивается и принимает на себя удар. Рукеру пробует их кровь и понимает, что они сестры. Мигори вспоминает свое детское желание соответствовать своей сестре Сатори, которая отвергла ее, украла ее имя и личность. Несмотря на это, Мигори признается в любви к Сатори, истекая кровью, из-за чего Сатори плачет. Приходит Вамари и противостоит Рукеру с ее медведем. Они нападают, но оба тут же ранены. Вамари понимает, что ее атака была тщетной, поскольку Рукеру остается невредимой, что заставляет ее поверить, что тело Рукеру сделано из стали. Номура возвращается в свою комнату с Масукадера и встречает Инабу, которая, по словам Масукадера, является самой сильной девушкой в Академии. Номура решает попросить ее печать, но Инаба движется быстро, приставив свой меч к его шее, но затем передумывает, заставляя Номуру от страха упасть назад. Инаба объясняет, что директор поговорил с ней и попросил позаботиться о нем, поскольку он достиг пределов 2 нарушения. Она перечисляет его нарушения: вход в общежитие Рин, сражение с Сатори и игнорирование ее приглашения. Номура извиняется, говоря, что его нельзя винить в том, чего он не знал. Инаба возражает, что она может винить его, потому что она сильнее его. Номура понимает, что навыки Инабы похожи на его. Она признает, что они коллеги, и оба тренировались одному и тому же стилю боя, хотя Номура пострадал больше во время тренировок. Она поняла это из его стиля удара, который может доходить до меча, и того, как он сохранял правильное расстояние во время боя с Рин. Признак того, что он привык сражаться с мечниками. Тем временем медведь Вамари нападает на Рукеру, который останавливает и пронзает его, заставляя его упасть. Номура слышит шум на крыше, пока Инаба продолжает говорить. Рукеру приближается к Вамари, и Саруватари бьет ее по голове, но Рукеру невредимо и ранит ее. Тока и Танукихара решают напасть на Рукеру, несмотря на протесты Вамари. Инаба говорит Номуре, что его волшебный удар несомненно доказывает, что они коллеги. Однако его отвлекает шум на крыше. Инаба говорит, что Рукеру, вероятно, доставляет проблемы, и говорит, что Рукеру знает его, поскольку именно она рассказала им о его технике. Это беспокоит Номуру, поскольку он знает, что Рукеру сражалась с Рин и Мэри до его прибытия. Инаба становится раздражена, когда понимает, что Номура оставил ее одну, и угрожает Масукадере. Номура бросается на крышу, пока Рукеру избивает девочек. Вамари умоляет ее остановиться, поэтому Рукеру ослепляет ее, говоря, что она не должна смотреть, как страдают ее друзья, если она не может их спасти. Остальные девушки понимают, что происходит что-то ужасное, и направляются на крышу. По прибытии Номура находит девочек на земле и подходит к Вамари, которая спрашивает о своих друзьях. Он говорит, что им лучше, чем ей. Затем появляется директор Юкино. Рукеру подходит к Инабе и спрашивает, не будет ли она защищать девочек. Инаба отвечает, что они ей не друзья. Рин и Мэри прибывают со своими помощниками, чтобы противостоять Рукеру. Юкино проверяет Вамари, заявляя, что она не сможет открыть глаза и ей нужна операция. Она просит Номуру сразиться с Рукеру. Она наблюдает, как Рин и Мэри нападают на Рукеру, которая защищается и ранит их. Рукеру признается, что превратила свое тело в оружие. Рэй говорит Ноно и Чоки бежать, но вмешивается Инаба, спрашивая Ноно, считает ли она ее другом. Ноно говорит да, поэтому Инаба говорит Рукеру, что не позволит, чтобы ее друзья пострадали. Инаба сталкивается с Рукеру. Она быстро ранит Рукеру 3 раза, слегка ранив ее, но также ранив и себя, и ее меч ломается. Рукеру атакует, но вмешивается Номура, из-за чего она теряет контроль. Мы вспоминаем, как Номура прибыл в свою старую академию и защищал парня по имени Кирисаки, а затем встретил Рукеру, которая была одета как парень. Он пытался подружиться с ней, но она отвергла его. Кирисаки предложил показать Номуре окрестности, но Рукеру прервала его и ранила Кирисаки за то, что он гулял с Номурой. Вернувшись в настоящее, Номура бьет Рукеру, который ранит его. Он показывает, что защитил себя с помощью журнала манги под униформой. Номура злится на Рукеру за то, что она не изменилась, поскольку она все еще причиняет боль друзьям. Номура понимает, что его единственный шанс против нее использовать свою технику, поскольку он не может противостоять ее рукам с лезвиями. Рин обдумывает, как его мотивировать, и понимает, что грудь Рукеру сильно повреждена атакой Инабы. Мэри добавляет, что тело Рукеру на 70% состоит из воды, поэтому должен быть момент, когда она расслабит мышцы, давая Номуре возможность. Они побуждают Номуру ударить Рукеру по центру. После этого Номура принимает стойку фехтовальщика, выставляя одну ногу вперед, ожидая атаки Рукеру. Затем Номура бросается на нее, но Рукеру уклоняется от него, ударив кулаком. Затем Номура пытается застать ее врасплох сзади, но она бьет его в живот. Она продолжает атаку, закрывая ему глаза курткой. Инаба советует Номуре уклониться влево, чтобы избежать атаки Рукеру. Затем Инаба дает Номуре совет, говоря ему, что его проблема в постоянных сомнениях.
Она объясняет, что Рукеру показала свою слабость, поэтому она сообщает свой план Номуре, который решает последовать ему и снова атаковать Рукеру. Прежде чем сделать это, он благодарит девочек за поддержку и вспоминает мучительные дни тренировок с дедушкой. Он комментирует свое решение сбежать в поисках нормальной жизни, которая казалась невозможной, пока он не вспомнил хорошие моменты с каждой из девушек в академии. Услышав это, Рукеру схватилась за грудь, заявив, что ей нужен Номура. Она рассказывает, как ее жизнь всегда была темной, а потом появился он. Она признается, что приняла его дружбу, потому что он украсил ее жизнь, но когда он вместо этого решил подружиться с Кирисаки, тьма вернулась. В воспоминаниях Рукеру входит в свою комнату и тоскует по Номуре, но решает, что должна убить его, поскольку никогда не сможет быть с ним. Вернувшись в настоящее, Номура расстегивает рубашку, чтобы атаковать Рукеру. Она спрашивает, что он задумал, и он отвечает, что нападет на нее как на зверя, которым она является. Затем Номура бросается на нее, и она ранит его прямо в грудь. Однако он не останавливается и использует его технику, отправив ее на землю. Рукеру вспоминает первый раз, когда Номура применил на ней эту технику, почувствовав что-то новое в груди, несмотря на удары. Рукеру встает, удивляя девушек, которые не могут поверить, что она выдержала удар Номуры. Номура признает, что его не удовлетворит один удар, поэтому он предлагает ей нанести ему ответный удар, обещая не защищаться. Они оба забывают об обороне и начинают изо всех сил бить друг друга. Директор наблюдает за ними, вызывая девушку по имени Наруками, которая с нетерпением ждет исхода боя. Инаба задается вопросом, почему Номура и Рукеру кажутся такими счастливыми. Рукеру просит Номуру продолжать, утверждая, что ей нравится боль, и это заставляет ее чувствовать себя живой. Она нападает на Номуру, заставляя его шататься. Он поражает ее своей техникой, и она отвечает, разрезав ему живот. Номура понимает, что Рукеру скрывает свою истинную силу. Она берет его за руку, предлагая ему еще один шанс прикончить ее. Она кладет его руку себе на грудь, прося его ударить еще раз, желая, чтобы он убил ее. Он так и делает. Затем Инаба направляет свой меч на Номуру, говоря, что они не могут быть друзьями, поскольку он разочаровал ее своим боем. Однако она предлагает стать его учителем, настаивая на том, что поставит ему свою печать, если он согласится. Рэй и остальные понимают, что это выгодная сделка, но он снова отказывается. В этот момент девушки Сатори в масках бьют Рукеру, но Юкина останавливает их и сообщает Номуре, что его исключили из академии. Позже Масукадера сопровождает Номуру в лазарет. На следующий день Номура навещает Вамари в лазарете. Она говорит ему не беспокоиться о ней. Затем он навещает Сатори, которая не знает, как выразить свои чувства по поводу прощания. Номура объясняет, что эмоции выражают себя. Сатори сделала кислое лицо и спросила его мнение о ней, ожидая, что он возненавидит ее. Он отвечает нет, поскольку она пыталась порезать его только в ванной без одежды. Он прощается и видит, как Мегори подходит к Сатори, чтобы извиниться. Рин и Мэри умоляют директора изменить ее решение, утверждая, что Номура сражался с Рукеру ради выгоды Академии. Однако она отказывается. Номура встречает Инабу, которая сообщает ему, что Рукеру решила покинуть Академию и поехать за границу. Он пытается найти ее, но Инаба останавливает его, говоря, что ему нужны все 5 подписей, чтобы уйти, показывая, что его еще не исключили. Номура соглашается стать ее учеником, чтобы получить ее печать. В аэропорту он удивляет Рукеру и спрашивает о ее планах. Она отвечает, что сделает то, что хочет, и он тоже может. Она целует его, утверждая, что он принадлежит только ей, и просит его сказать 5 мечам, чтобы они держались от него подальше. Позже Номура встречает Рин. Приходит Мэри, сердитая, что Рин не дождалась ее. Она рассказывает, что директор просто пошутила и изменила свое решение о его исключении. Рэй вытаскивает меч и говорит ему, что он должен подчиниться им или покинуть Академию. Он отказывается и продолжает идти к входу в Академию, где все приветствуют его возвращение. Смотреть на Академию снаружи — это неплохо. Совсем неплохо. Академия Айти — мой родной дом. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.